Всем привет! Честно говоря, я не мог себе даже представить, что у этой истории будет еще и третья часть, но тем не менее вот она. И хочу ознакомить вас с теми невероятными, на мой взгляд, событиями, которые и привели к дальнейшему развитию в истории с Дэрелом Ральфом. После того, как я получил замененный нож, который был показан во втором видео, я, в принципе, смирился с тем, что вот это вот нож, который мне в конце концов достался, и с этим уже ничего нельзя поделать, несмотря на то, что нож, конечно же, не отвечал абсолютно никаким требованиям к кастомному ножу за $1200. Но, в принципе, на мой взгляд, история была завершена. Но, как оказалось, не все еще было потеряно. Один из моих зрителей открыл тему на крупнейшем ножевом форуме Blade Forums, вставил туда ссылки на видео и, высказал свое возмущение по поводу такого сервиса от Дэрэла Ральфа. И что удивительно, эта тема получила очень-очень сильный отклик от других любителей ножей. И вот люди шли, смотрели видео и тоже начали высказывать свое открытое возмущение. Кроме того, выяснилось, что люди на самом деле были не так уж сильно удивлены таким поведением Дэрэла Ральфа, и выяснилось, что косяки на его кастомных ножах — это достаточно частое явление, и вот это вот такое наплевательское отношение — это тоже не что-то такое удивительное от этого мастера. Тогда, конечно, когда я уже увидел, что тема очень популярная, я, конечно же, и сам добавил там несколько слов от себя. И дальше случилось, конечно, нечто совершенно неожиданное. Отписался сам Дэрэл Ральф. Но, конечно, Первый его отзыв там на форуме. Я, кстати, в описании к этому видео дам ссылку на тему в Blade Forums. Все можно почитать, все это сохранено. Значит, пришел Дэрэл Ральф, и первая его реакция на самом деле была не очень красивая. Он сказал что-то типа того, что не судите только выслушав одну сторону этой истории. На самом деле есть еще какая-то другая сторона, и, в общем, попытался разыграть из себя такую жертву. Но, честно говоря, все это было крайне неубедительно, и люди ему просто не поверили. Просто не поверили, и вот когда уже была получена какая-то реакция от него, люди американцы, у них такой очень-очень хороший английский, то есть такие обороты. Несмотря на то, что я знаю немножко английский язык и общаюсь на работе на английском очень часто, но тем не менее я не могу писать так красиво, как это делают они. И в некоторых постах вот люди очень четко доносили до него вот эту мысль. То есть люди стали обращаться напрямую к Дэрелу Ральфу и говорить ему: что ж ты делаешь, как так можно, ты просто... В общем, было написано очень много грамотных вещей, и общий посыл был в том, что он просто не может оставить этот нож так, как он есть. То есть оставить меня вот в таком состоянии, он обязан сделать мне новый нож. И люди реально вот стали на него давить. Он пытался еще немножко оправдываться, но в итоге он не выдержал, и он написал на форуме, что я сделаю новый нож, который я проконтролирую лично от А до Я, что этот нож идеальный, и им можно будет гордиться.
После такого поста, конечно, возникло много вопросов по поводу того, а кто же делал те два предыдущих ножа. Понимаете, когда мастер заявляет о том, что вот в этот раз он проконтролирует все и сделает, то есть, разве не ты делал те два других ножа? Это же кастомный нож за 1200 баксов. Вот. Он оставил этот вопрос без ответа. Вот. И еще нужно заметить, что он там на форуме пообещал в этот же день выслать нож. Но, конечно, нож не был выслан ни через день, ни через неделю, ни через даже 2. В принципе, пришлось запастись терпением и ждать. И взяло около месяца, пока нож был сделан. И Дэрил Ральф отправил его ко мне. Кроме того, так как в видео и на форуме было озвучено то, что старый нож, вот этот вот, который был с косяками, был продан, причем в убыток. Я его продал за $712, что-то такое. Люди очень сильно надавили на него, чтобы он вернул вот эту вот неустойку. И что удивительно, он сказал, что он вернет деньги, и он вернул. Дэрил Ральф вернул мне на PayPal $600. То есть это вот недостающая часть до $1200. И плюс все расходы на пересылки, которые я делал туда-сюда. И это тоже было очень приятно. Ну, также я получил вот такую вот футболочку. Вот. Ну и, конечно, самое главное, я получил вот этот нож. Давайте сделаем немножко другой фон. Я получил вот этот нож. И, это совершенно другие впечатления, чем от тех двух ножей, которые я получил изначально. Этот нож, он, можно сказать, идеален. Это вот именно тот нож, который я ожидал увидеть за $1200. На этот раз Дэрил проконтролировал, что нож будет тонко сведен. Здесь прекрасный сатин, ровный клинок, все фаски сняты равномерно. Сведение очень-очень тонкое, он и правда сделал максимум. Здесь от 0,2 до 0,3 мм сведения. Немножко плавает, но это возможно и погрешности моих замеров. Все идеально. Посмотрите на кончик. Просто как иголочка. Кроме того, то, как работает этот нож, он очень-очень плавно страгивается. Без никаких усилий. Те ножи нужно было очень-очень сильно как-то давить. Здесь очень мягенько, все классно. И что еще удивительно, нет люфта. Несмотря на такой длинный клинок и вот эти очень маленькие шайбы, тем не менее люфта просто нету. Видимо, фрейм подогнан совершенно по-другому тоже здесь. Хорошо держит клинок. В общем, ни намека на люфты. Все сделано, все, конечно, просто вылизано здесь. Посмотрите на роспись Дэрила Ральфа. Может показаться, что это фабричный штамп, но вот это вот надпись от руки самим Дэрилом Ральфом. А снизу это штамп фильма «Неудержимые», в котором этот нож снимался. Вот это то, что называется кастомный нож за $1200, как он должен быть. То есть, но кроме удивительности самого этого ножа, который предстал передо мной совершенно в другом виде, просто по-другому. Вот смотришь на него сейчас,
Еще более удивительная вещь – это, конечно же, отношение ножевого сообщества. Как вот люди просто прониклись проблемой и просто встали на мою защиту. Это, ну, я даже не знаю, как это описать. Мало того, что это неожиданно, это просто совершенно какой-то фантастический сценарий просто. Это была настолько сильная поддержка, и вот настолько было понятно, что, ну, знаете, как бы это дает тебе понять, что ты на самом деле прав, как бы, что да, нужно добиваться, нужно высказывать свои претензии, потому что, ну, нельзя позволять людям делать себе такие вещи. То есть, ну, реально, когда люди видели там вот эту роспись, которую Дэрил Ральф сделал на предыдущих 2 ножах, где этой росписью он просто уродовал клинок, да, они говорили ему это в глаза, понимаете? То есть там был уже такой разговор, что я никогда в жизни такого не видел. И, ну, в целом я считаю, что Дэрил Ральф сделал очень правильное решение, сделал абсолютно бесплатно вот этот новый нож и вернул неустойку, то есть, в принципе, он вышел из этой истории, ну, насколько это можно было, да, в принципе, правильно. Ну, я никаких оценок никому раздавать не буду, я просто делюсь с вами вот своими впечатлениями и этой вот совершенно какой-то уникальной, по крайней мере для меня, историей. И огромное спасибо всему ножевому сообществу, ребятам на Blade Forums. Это реально бесценно. Бесценно, и я считаю, что так это и должно оставаться. Все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.